Какие-то препятствия здесь на пути стоят. Боится сделать первый шаг, поэтому молчит. Ждет шанса какого-то подходящего. А здесь было расстояние, может быть, вы на расстоянии расстались. Да, обида есть. Боится проявляться, висит вот так и думает. Да, еще не решил. Почему? Потому что думает, что сам все разрушил. Сам все разрушил, либо, может быть, что уже все разрушено, и вы уже смотрите в другие стороны, да, ищете уже другие варианты, поэтому он в депрессии, депрессует, не действует, хотя чувство здесь есть, привязка здесь сильная осталась, может быть, он в запое находится, да, и вообще, на самом деле, идет период трансформации, но он бездействует, боится он, бездействует, потому что не знает, как действовать. Боится, что отвергнете, а страсть осталась, а хочется. Ну, денежные поступления, может быть, какие-то, новость, какое-то сообщение, которое вы ждете, поездка у кого-то, здесь может быть встреча с друзьями, поездка, кто-то напишет что-то, документы какие-то подойдут, да, которые боялись, что не получите, может быть, конфликт какой-то прояснится, да, что ждет вас совсем скоро. Финансово какие-то могут быть затруднения, аккуратнее будете переживать, страдать, да, и не знать, что делать, тут аккуратнее, такое тоже может быть. Вот. Но на самом деле все разрешится и будет успех, да, побороться придется, сложности, будет успех, новая любовь у кого-то будет, либо признание в любви, да, либо объявится ваш любимый, и закончится вот этот период страданий. И на самом деле и денежное поступление, кто-то найдет работу и будет работать, трудиться, и деньги появятся. Обретете любовь очень скоро. Вы нужны ему. Жалеет, что не сейчас прям он не с вами. Вот о чем он жалеет. Почему-то вы не вместе, да, вот об этом он очень жалеет. Хотелось бы ему быть с вами. Может быть, здесь что-то с финансами связано, может быть, на заработки уехал, да, вынужденно как-то не вместе. Но вообще вот ему нравится быть с вами. Об этом он сожалеет, о том, что недостаточно средств, может быть, чтобы быть вместе с вами, да, чтобы вам быть вместе, что не хватает финансов. О чем он еще сожалеет? Что вы, может быть, на расстоянии, да, может быть, отношения у вас здесь на переписке, ну, какое-то расстояние есть, может быть, ревнует кто-то из вас, об этом он сожалеет. Ну и все равно упирается, понимаете, в невозможность увидеться, да, не быть вместе, что нет какой-то возможности, шанса какого-то. А очень хотелось, но почему-то все вот как-то в материальное благополучие упирается, либо в то, что необходимо кому-то работать. Но на самом деле отношения будут. Хочет стабильности, он хочет семьи, да, он хочет стабильных отношений, все о нем. Но почему-то думает вот как раз об этом, может быть, бездействует, думает, как действовать, либо пока не готов совершать. Да, хочет серьезных отношений, все о нем, тут страшный суд, да, то есть у кого-то, может быть, в семье просто находится. Да, его состояние прямо сейчас, ну, состояние какой-то борьбы, да, отстаивание своих интересов, реально, может быть, борется, может быть, что-то нужно отстаивать за что-то, да, трудиться за комфорт борется, да, тяжелый, может быть, труд, вынужден что-то терпеть, какие-то решения. Для чего? Чтобы быть с женщиной огненной стихии, да, все о нем, что с ним происходит. Думает о какой-то императрице, жене, о своей паре, о своей любимой, с которой он сейчас не вместе. Вы знаете, да, шанс какой-то будет, новость, по крайней мере, сообщение точно от него должно поступить, как-то выйти на связь, да, может быть, и приедет и с подарком. Встреча очень вероятна. Почему? Потому что друг без друга вы не можете, вы понимаете? Тут сила выходит. Вы нужны друг другу, энергия ваша нужна, вам нужно обменяться этой энергией. Да, у кого-то выбор не сделан, у кого-то сложности, качели, да, пока непонятно ничего, все хотят стабильности, все хотят быть вместе. Встреча, скорее всего, будет, но не скоро. Вот единственное здесь по умеренности, ее еще нужно подождать. Вы будете делать какой-то выбор, выбирать из чего-то, дорогу, путь выбирать, принимать решения, собираться в дорогу, перемещение, может быть, кого-то ждет, переезд, отъезд, да.
Будете думать, принимать ответственность, принимать это решение, не принимать. Может быть, это касается ребенка вашего. Также какое событие? Может быть, встреча с королем земной стихии, с мужчиной земной стихии, может быть, который окажет помощь, совет. Да, и это поможет обрести стабильность, обрести семью. Так что готовьтесь, может быть, и встреча ждет вас, да. И посмотрите, влюбленные, здесь нужно будет выбор делать обязательно. Или встреча с кармическим партнером вас ждет, говорят нам карты. И посмотрите, это принесет вам достаток, успех, материальное благополучие. Ну, будете бороться за что-то, выяснять что-то, может быть, ждать каких-то документов, подавать какие-то документы, да, не очень будете себя из этого чувствовать, переживать будете, может быть, да, переживаете разлуку с кем-то, будете думать, строить планы, мечтать, вспоминать, да, кого-то, какие перемены. Вы знаете, какие-то препятствия уйдут какие-то препятствия, сложности, и посмотрите, вы себя будете на самом деле чувствовать гораздо лучше, будете чувствовать себя императрицей, прекрасной, желанной женщиной, да, матерью, хозяйкой, парой, рядом с королем земной воздушной, возможно, стихии по основному знаку, либо по асценденту, да, мужчине серьезным. Вот, что уйдет? Уйдет материальное неблагополучие, может быть, болезнь какая-то закончится. И посмотрите, поступят какие-то деньги, которых вы ждали, да, поступят, может быть, помощь кто-то окажет. И опять же, это будет мужчина. Он пытается измениться, изменить себя, изменить свое мировоззрение, да, чтобы не упустить шанс такой, который дан ему свыше вас, да, может быть, изменить свое отношение, в принципе, к жизни, более серьезным стать, более материальным. Боится потерять с ним вас, что с ним творится. Боится, подсматривает, подглядывает, ревнует. Взрослеет он с вами. Вы знаете, вы вот даете ему толчок, чтобы становиться серьезнее, взрослее. Испытывает сильную страсть. Очень хочет вас видеть. Очень хочется встречи. Очень хочется встречи ему с вами. Что еще с ним творится? Он влюблен. Он влюблен, ему нравится находиться с вами, общаться с вами. Он хочет быть с вами, я вам сказала. Почему? Потому что любовь у вас, любовь взаимная. Посмотрите, какая карта прекрасная. Он любит вас, вот что творится с ним. И вы любите его, вы пара. И он будет пытаться преодолеть все препятствия. Ну, его под зависимостью может находиться мужчина, да, здесь заморочился чем-то, может быть, сейчас, да, выпивает. Почему? Дело здесь касается денег, либо упущенных возможностей, боится потерять, да, какая-то женщина, о которой он думает, может быть, отношения с ней тайные, скрытые, вот. Здесь могут быть отношения на расстоянии по переписке, либо он ревнует очень эту женщину, которая сейчас не с ним. Да, очень ревнует здесь мужчина, подсматривает, подглядывает. Почему? Потому что любит. Вот, потому что влюблен, потому что любовь здесь взаимная. Что еще прямо сейчас? Мечты. Мечтает, очень много мечтает, хочет, чтобы сбылось все, о чем мечтал. И на самом деле старается к этому двигаться. Вы сейчас понимаете, у вас сейчас какие-то изменения, может быть, в жизни его глазами. Вы – это та, которая двигается по жизни позитивно, старается думать позитивно, да, двигаться, воспринимать изменения жизненные по колесу, да, то, что дано, то дано. Вы искушаете его, вы влечете, искушаете, очень сильное притяжение он испытывает к вам. Что с собой сделать он не может. Отношения здесь, скорее всего, кармические, да, понимает, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять, как-то действовать, да, может быть, у кого-то отношения на расстоянии. Вы его глазами – это любовь, он любит вас, понимаете? Он вас любит, и вы любите его. Здесь у вас сильное очень чувство, отношения сильные. Вы его глазами. Он чувствует себя императором с вами, понимаете? Вы очень сильно энергетически даете ему чувствовать себя очень сильным, очень уверенным. Вы нужны ему. Страсть очень сильная. Страсть борется, хочет увидеть, возможно, его чувства. Скрывает свои чувства, может быть. Не рассказывает вам их.
Да, может быть, отношения у вас тайные. Его чувства очень сильные. Он пытается сделать все, чтобы встретиться, чтобы быть с вами. Да, встретиться, если вы не вместе. Его чувства к вам влюбленные. Отношения здесь у многих кармические, отношения по судьбе. Сильные чувства, да. Может быть, у кого-то выбор. С вами он себя чувствует таким молодым, легким, да, не думает ни о чем иногда, да, таким, знаете, когда человек рад, и вот этот восторг его наполняет, легкость, восторг. Посмотрите, 9 колес, вы прекрасная женщина для него. Он понимает, что вы – это та, которая влечет его, та, которая прекрасная женщина, с которой он хочет быть, да, с которой он мог бы всего достигнуть. Вот кто вы. Но при этом вы за себя постоите. Влюбленные, что ваши отношения серьезные для него, что ваши отношения даны по судьбе, что он любит вас, что вы пара, что вы самая прекрасная женщина для него, что он видит вас будущей женой, будущей матерью или уже матерью, женой, серьезной женщиной, женщиной самой прекрасной для него, с которой он хотел бы строить отношения, быть вместе. Император. О чем он молчит? Что он хочет быть вашим законным супругом, отношения с вами строить, что он чувствует себя мужчиной рядом с вами. О чем еще он молчит? Что вы понимаете, готов вкладываться, хочет вкладываться, развиваться рядом с вами. Да, но понимаете, страсть между вами сильная, да, препятствия какие-то нужно преодолеть, сложности какие-то, о каких-то сложностях он не рассказывает, но считает, что совсем может справиться, даже если они есть. Чтобы осуществить мечты, о любви он молчит, о том, что любит вас. О, скучает. Он, вы знаете, больше думает о себе, конечно. Он император, возможно, это ваш законный супруг, да, серьезный какой-то партнер был, может быть, мужчина старше вас, но здесь он что? Вы, может быть, на расстоянии сейчас с ним, не вместе с этим мужчиной. Скорее всего, может быть, вы его отпустили, да, вот так вот, лети на все 4 стороны. Вот, но это было по судьбе. Ни о чем не жалейте, если он бывший, так должно было произойти. А скучает ли он? Вы знаете, да, скучает, но вспоминает, но не ваш это мужчина здесь. Да, скучает, было ему с вами хорошо, об этом вспоминает, тепло вспоминает. Тепло вспоминает и страсть вашу помнит. А будет ли новый мужчина? Будет. Туз кубков. Встретите вы еще новую любовь. Будет сильные взаимные чувства. Да, ждите. Выйдет на связь. Может быть, даже к кому-то приедет мужчина. Появится обязательно. И будет встреча, и даже, может быть, страстная у многих встреча. Да, и вы знаете, даже могут отношения дальше развиваться. Вот, поэтому, да, но пока еще выбор не сделан, если его нужно было делать, да, но мечты и планы об этом мужчина строит, скорее всего, чтобы увидеться с вами, мечтает, хочет видеть вас. Пока это почему-то по каким-то причинам невозможно, не получается, но вы знаете, чувства здесь остались, он помнит вас, он не забыл. Видите, чувства держит в руке. Почему? Потому что вы вот такая прекрасная, ценная женщина для него. Не забыл он вас однозначно. Вы знаете. Да, и вы знаете, попытаются восстановить отношения, может быть, и начать как с чистого листа, как будто ничего не происходило, даже если много боли было. Ух, перестаньте бояться. То, что вы думаете, что страшно, да, ужасно, нет, это на самом деле все не так. И у вас будут скорые очень изменения, перемещения, может быть, у кого-то, изменения к лучшему. То есть вот этот этап, да, вот негатива, страха, ужаса, он почти уже закончился. И вы посмотрите, и будут держать ответ ваши обидчики, да, все ответят по заслугам. Вы будете готовиться к какому-то перемещению, может быть, поездке, возвращению куда-то. И там, посмотрите, вас ждет счастливая жизнь. Или поездка будет сложиться очень хорошо. Ждите, может быть, какие-то поступления, будут финансовые встречи с императором вас ждет. Или воссоединение с вашим мужем, с вашим любимым. О, посмотрите, ну он наполнен чувствами, да, он влюблен, он любит эмоции, он вас не забыл, да, но он замкнулся в себе, думает о себе, не знает, что делать, переживает, но не знает, да, не решил, может быть, кто ждет решения принять, да, что он должен, не принял, ждет, выжидает, ждет, может быть, встречи,
да, когда все прояснится. Думает, очень много думает о том, что правильно, как правильно, в чем какой смысл, да, хочется стабильности, может быть, сейчас находится в семье, старается стабилизироваться, думает о деньгах, пытается, да, может быть, написать вам думает, но думает о заработке. И вы посмотрите, чувство здесь стабильное, никаких новых влюбленностей, думает о вас. Ждите, выйдет на связь, приедет, колесница здесь выходит, увидится. Его действие к вам в ближайшее время будет стремиться общаться, будет стремиться увидеться, понимает, что, может быть, вы разные, но очень хочет осуществить свои планы, приехать. К многим очень ждите, либо вы поедете, либо он приедет к вам, встреча будет. Его планы, начать все сначала у кого-то здесь может быть, да, забыть обиды, забыть печали. Посмотрите, окунуться в вашу страсть, окунуться вот в эти вот глубинные, кармические у кого-то отношения, да, вы посмотрите его действия. Любить вас он планирует. Любить вас, дарить вам любовь. Хочет ощущать любовь. Будет писать, может быть, да, переписку вести у кого-то. И посмотрите его планы. Быть счастливым, действовать как-то. Он реально очень думает, вспоминает, мечтает. Да, может быть, на паузе вы сейчас. Хотел бы продолжать общение, но думает больше о работе, о заработке. Сейчас, может быть, какие-то проблемы, и это в первую очередь. Не сомневается, что будут развиваться отношения, что все идет так, как должно идти. Да, все предназначено судьбой. Ну и вот посмотрите, о ком он думает. Думает он о прекрасной женщине, королеве кубков, женщине, которая любит его, держит бокал, наполненный любовью к нему, женщине, которую любит он, которая дарит ему тепло, нежность, заботу. Возможно, женщина водной стихии по основному знаку, либо по асценденту. Вот о ком он сейчас думает. Ох, посмотрите, ну, влечет его к вам страсть, очень хочет видеть, увидеться, считает, что вы по судьбе, не готов отказаться, понимает, что нужно ждать и выжидать. Не знаю, с чем это связано, вы знаете, почему-то у вас может быть пауза, может быть бездействие, может быть денег кто-то копит, не хватает, да, нужно ждать и надеяться, да, то, что раньше, как раньше уже не будет, будет по-другому, да, может быть, от чего-то нужно было отказаться, но это для лучшего, что, да, это для лучшего, очень хочется вас увидеть, порадовать вас, показать вам, вам страсть, огонь, желание, да, проявить себя, приехать у кого-то. И вы посмотрите, быть честным, быть правильным, так, как должно быть. О, ну посмотрите, обязательно выйдет на связь, должен как-то проявиться. Очень у многих приедет мужчина, причем быстро будут развиваться события. Обязательно напишет или позвонит. Он у очень многих приедет. Сейчас пока бездействует, да, вы из-за этого переживаете, но ему нужно было хорошо подумать. Но вообще он очень стремится к вам. Может быть, вы здесь к нему приедете, как-то вы оба друг друга хотите видеть. Может быть, ведете переписку на расстоянии, да, и посмотрите, расстояние между вами сократится, мир между вами, если расстояние, то вы действительно соединитесь и будете вместе. Посмотрите, шикарная карта, старший аркан, счастье, радость. И понимаете, но нужно вот стремиться к этому, пока работать, видимо, либо деньги, может быть, зарабатывать, откладывать. Но вы очень ценная женщина для него, он не забыл вас, чувства остались, обязательно должны встретиться. Восьмерка жезлов. Вы знаете, у вас очень сильная энергетика, да, очень сильная энергетика, ее не так сложно, не так легко сломить, и здесь вы держите оборону, может быть, на вас стоит защита, да, были ли какие-то... Да, вы знаете,
пытались на вас произвести какой-то негатив. Здесь королева мечей выходит, рыцарь мечей, то есть негатив есть, энергетика-то у вас может быть не пробита, но негатив есть. Девятка кубков, может быть, что-то подливали, подсыпали, да, здесь вот на это нужно обратить внимание, могли сделать что-то с жидкостью, либо подклад какой-то быть. От кого? Мог идти от женщины, да, женщина, причем на которую вы не подумаете, женщина благополучная достаточно. И вы посмотрите, башня делала на разрушение всего, может быть, отношений ваших, может быть, жизнь хотела вам разрушить, будет. Дороги закрыты. Оль, вы знаете, вообще должно все сложиться. В любом раскладе, ну, то есть по-любому будет все во благо. Очень хорошая карта здесь. Вы посмотрите, все для вашего комфорта. Посмотрите, какая карта. Кто планирует куда-то ехать, да, к морю, поездка должна состояться обязательно у вас. И причем почему-то вы сомневаетесь, здесь выбор какой-то стоит, да, но скорее всего вы поедете, решитесь и поедете. И далеко, может быть, даже поедете. Да, у кого-то даже, может быть, это переезд с мужчиной. Многие поедут здесь королем мечей. Да, мужчина тоже хочет, он же и король пентаклей. Он оплачивать, наверное, будет, да, или вы рассчитываете, что он оплатит. Отпустите ситуацию, как будет, так и будет. Ой, ну он переживает, он ревнует, да, он хочет вас видеть, скучает. Почему-то для этого есть какие-то преграды, препятствия, да, но страсть у него очень сильная, его чувства. Вы знаете, любовь, она не ушла, даже если вы не вместе, даже если было какое-то расставание, кто-то ушел, да, но чувства есть, да, впереди надежды, планы, может быть, есть, но страсть осталась. Видеть он вас хочет, быть он с вами хочет, знает почему-то, что нужно ждать, может быть, сам выжидает, борется с собой, проверяет себя, но хочет обладать вами, очень хочет. Вот его чувства, страстные чувства, яркие чувства. И вы посмотрите, ревность, хочет добиваться, и, скорее всего, ждите, должен быть. Посмотрите, не забывайте о своей ценности, о том, что вы шикарная женщина, которая очень многого добилась, красивая, уверенная, да, имеете достаточно материальных каких-то благ. Не снижайте свою планку, вот так себя несите в мир, чтобы люди не забывали, кто вы. Помните о своих чувствах, не забывайте, что вы пережили, да, но двигайтесь вперед, смотрите вперед, позитив. Дальше негатив должен уйти, не страдайте по-былому. Понимаете, отпустите, не страдайте, что ушло, то ушло. У вас на пороге император. Да, может быть, вы страдаете по императору, законному супругу, вот, отпустите это. То, что разрушилось, то разрушилось, не вспоминайте былое. Вы посмотрите, впереди у вас еще будут чувства, и семья, и это самое главное. Посмотрите, он думает о чувствах, вспоминает. Вспоминает чувства, вспоминает отношения, вспоминает любовь. Вот о чем переживает. Переживает о женщине, которая влекла и продолжает влечь его. Да, что, может быть, сейчас не с ней, может быть, вел себя как-то неправильно, которая очень-очень влекла и продолжает. Страстная, яркая женщина, красивая женщина. А он здесь, может быть, обидное что-то сказал или вел себя как-то холодно. Да, либо, может быть, ревновал, ревность здесь была замешана. Вот о чем он сожалеет. Либо, может быть, отношения на расстоянии были, что экономил. Представляете, что экономил, может быть, не только в деньгах, но и в чувствах мог экономить, что пытался все разрушить, или что, может быть, не строил так, как надо было, не пытался сохранить, а на самом деле любовь-то есть и была. Вот о чем он сейчас сожалеет. Вы знаете, может рассказывать вам о своих мечтах, да, тут надо все делить напополам. И не все он вам договаривает, не все. Не полностью врет, но не все договаривает, но правду все-таки говорит.
может быть, не договаривает просто, но не врет. И иерофант здесь, когда человек прав, когда он, знаете, рассказывает как есть, он именно верит в правду своих слов. И вы посмотрите, тут влюблен он в вас при этом. Да, много, видимо, говорит об эмоциях. И солнце. Вы знаете, нет. Скорее всего, может не договаривать, но чтобы врал полностью, нет. Скорее всего, правда есть в его словах. Придет этот год и принесет вам и вашей семье, посмотрите, вашим близким много счастья и радости. У кого-то, возможно, долгожданная беременность. Много нового войдет в вашу жизнь, изменится к лучшему жизнь, да? Исполнятся какие-то мечты, осуществлятся планы. Посмотрите, появятся новые шансы по финансам, решатся вопросы с финансом. Кто ищет работу, найдет ее. Вы найдете работу. Посмотрите, кто, может быть, приболел, нездоров. Выздоровление будет идти постепенно. Скорее всего, вы поправитесь. На это вы должны рассчитывать и надеяться. Какое-то лекарство вам здесь поможет. Все, кто ушли, уехали, покинули вас, расстались. Посмотрите, они, скорее всего, вернутся. Либо вы с ними встретитесь, поедете к ним. Ну-ка, когда? Когда, ну, чуть надо подождать, скорее всего, к весне. Ух, вы смотрите, разрешится какой-то вопрос. Может быть, получите какие-то документы. Могут замуж пригласить, либо беременность наступит. Может быть, ребеночек у вас родится. Вы посмотрите, разрешатся ваши проблемы, можете встретить мужчину сильного, властного, да, поступления денежные откуда-то, да, будут обязательно, но будете думать, что-то придется взвешивать, думать. Вот что вы не знаете. Любовь. Мужчина влюбленный идет к вам. Вот чего вы не знаете, 100% произойдет. Может быть, вернется тот, с кем вы расстались, не общались, и будет праздник, будет счастье, у кого-то будет свадьба. 2023 года. Вы смотрите, получите подарки, начнут осуществляться мечты. Да, может быть, восстановится связь с теми, кто далеко. Какие-то препятствия уйдут, станет легче. Может быть, поездка какая-то долгожданная начнет осуществляться. Да, новости какие-то поступят или денежные поступления. Еще какие основные события? Вы знаете, какие-то новые возможности откроются. Новые возможности решения. И вы поймете, куда вам нужно двигаться дальше. Определится ваш путь, спланируете. Может быть, кто-то работу найдет, да? Кому-то помогут в коллективе. Что-то такое будет, какие-то изменения. Кто ищет работу. Вы знаете, то, чего вы боялись, не решались сделать, поможет в этом какой-то мужчина. Появится такой мужчина властный, яркий. Может быть, это будет и встреча. Это изменит вообще полностью вашу жизнь. Мужчина, с которым, скорее всего, может быть, уже были знакомые отношения, может быть, по переписке, на расстоянии, в интернете. Может быть, выбирали из двух мужчин, один из них он, этот мужчина. Мужчина, возможно, водной стихии, такой влюбленный, чувственный, эмоциональный, да, вот весь на чувствах, весь на эмоциях. Действительно он изменит жизнь, будет просто до и после, да, такой решительный будет, скажет: все, страсть, страстный очень мужчина, страсть будет совместная, и впереди, главное, вас ждет успех. Посмотрите, ну, немножечко прижимистый, но при деньгах будет мужчина, не переживайте даже по этому поводу. Посмотрите, единственное, что, может быть, действовать будет не сразу, и скрывать свои планы. Но с денежкой будет все хорошо. Ох, разрешатся какие-то проблемы, может быть, документы вы получите, да, будете лучше себя чувствовать, кто-то выздоровеет, кто-то просто комфортнее станет, может быть, любовь свою встретите, да, скорее всего, мужчину, с деньгами мужчину, может быть, земной стихии по основному знаку или по асценденту, может быть, кого-то из прошлого возобновятся отношения, с кем уже расставались, решите, да, возобновить с тем, с кем были на расстоянии, либо о ком мечтали, да, вот это нужно.
И здесь все будет развиваться. Вот это будет новость. Улучшение наступит. И финансовое состояние ваше улучшится. Будете чувствовать себя очень хорошо, уверенной, обеспеченной, прекрасной, красивой. Ой, вы сегодня будете отстаивать свои интересы, вы справитесь со всеми сложностями, которые будут, со всеми препятствиями, сделаете все дела, по крайней мере, будете стараться их все сделать. Не обращайте внимания на сложности. Да, будет далеко, но это последний рубеж, который нужно вам преодолеть. Вы сможете, вы очень сильная будете сегодня. И посмотрите, в результате будете удовлетворены, сможете вот так вот прекрасно провести вечер, отдохнуть, расслабиться. У кого-то даже, может быть, заработаете больше, чем, да, предполагали. Потрудитесь, но при этом будет достойная оплата. И, в принципе, результат, да, в конце дня вас порадует. Цените себя. Не забывайте, насколько вы ценная, прекрасная женщина. Думайте и помните, сколько вы трудились, чтобы достичь того, что у вас есть. Да, аккуратнее с деньгами. Не тратьте деньги сегодня впустую, хотя будет казаться, да, что можно потратить на осуществление какой-то своей мечты. Думайте о том, что, насколько вы прекрасны. И может появиться какой-то мужчина, да, который либо пара ваша, да, с ним проведете день, либо, может быть, как-то по финансам вы с ним связаны, с этим мужчиной, будет уговаривать вложить куда-то деньги. Может быть, просто встретитесь с тем, с кем были на расстоянии, да, серьезным таким мужчиной, приземленным, интересным. Посмотрите, подумайте хорошо о чем-то, не торопитесь, взвесьте. Да, нужно, если принять кому-то какое-то важное решение, сделать какой-то ответственный шаг, еще раз подумайте, взвесьте, может быть, проконсультируйтесь с кем-то более старшим, да, спросите совета у специалиста, может быть, у какого-то, да, консультация. Да, спросите совета, может быть, предсказателя здесь даже может быть, видите, что подумайте хорошо, здесь есть что-то, что скрыто от вас. Ну-ка еще. И аккуратнее здесь может быть обман. Вот такой совет. Сегодня обратите внимание на свою семью, на свой дом, на то, что происходит у вас в семье, в доме, да, на именно уют. Да, не торопитесь совершать какие-то покупки, траты, да, не нужно тут никаких каких-то серьезных решений принимать и действия. Что-то здесь скрыто, что-то неизвестная информация. Верховная жрица здесь выходит, может быть, да, прислушайтесь к своей интуиции. И посмотрите, обратите внимание на благополучие в своем доме, среди своих близких. Осуществлять мечты ваши совместные, хочется ему видеть вас, на это он сегодня готов, да, любить вас готов, написать хочет вам, послать вам сообщение, ждите, может прийти сообщение, рассказать о себе, напомнить о себе, готов на какое-то новое начало с вами. Что еще? Да, на возобновление отношений, может быть, прерванных, да, на установление хороших отношений, потому что он вас не забыл. Вы любите друг друга, ваш союз не случайен, вы даны друг другу по судьбе. Он очень тяжело переживал ваше расстояние, разлуку или ссору, и теперь хочет помириться. Хочет помириться и показать, насколько он способен на это. Он сильный, он ждал, он все понял, он все осмыслил. И теперь готов действовать по-другому. Тот, кто находится на расстоянии с вами, или с кем вы расстались, может быть, были вместе парой, да, дружили, может быть, не обязательно даже это мужчина, может быть и женщина, с тем, с кем возник конфликт, поругались вы, да, что-то, была какая-то размолвка, скорее всего, это женщина, может быть, старшая женщина, старше вас, да, та, которая, может быть, позавидовала вашему благополучию, красоте вашей, семье вашей. И не случайно, прям очень сильно позавидовала эта женщина. Много, вы перестали общаться.
Вы перестали с ней общаться, постарались отстраниться, но она пыталась идти на контакт, возобновить контакт. Думайте, кто это. И будет продолжать возобновлять контакт. Хочется ей знать о вас все. Но вы не впускаете сейчас ее в жизнь. Прислушайся к своей интуиции, обрати внимание на внутренний мир, на свои подсказки. Что-то поймете вы, да, узнаете, какая-то информация придет, то, что было неясно, не раскрыто. Поймете вы, да, может быть, у кого-то здесь новость о предстоящей беременности, да, или о беременности будет, да, или о возможности забеременеть. Но не забывайте, насколько вы сильная женщина, что с вами семья, да, может быть, за вами дети. Вы хозяйка, вы хранительница очага, да. Не нужно бояться каких-то неудач. Да, все будет хорошо. В материальном плане будет достаток. Не беспокойтесь сегодня по этому поводу, не бойтесь. Тот, кто заставит делать выбор, либо тот, кто заставлял делать выбор, да, выбор сделать не смогли, либо, может быть, выбрали неправильно, были какие-то сложности. Может быть, у вас был любовный треугольник, либо, может быть, просто вы дружили. Вот, кто неожиданно появится? Женщина какая-то, ждите. Может быть, старше вас неожиданно появится, с кем не было общения долго, либо не хотели общаться. Может быть, женщина болела, находилась под зависимостями. Яркая женщина, властная женщина. Вот она войдет в вашу жизнь. Такая, которая, может быть, не помогла, когда нужна была помощь. Вам нужна была помощь, да? Ну, а теперь она захочет возобновить отношения. Может быть, она член вашей семьи даже. Подождите, придет обязательно результат того, что сейчас происходит, ваших действий, ваших трудов, работы, да, будут денежные поступления какие-то обязательно, на что вы рассчитывали, для чего вы трудились, чего вы ждали, да, придут те эмоции, которых вы ждали, того, кого вы ожидали, будет какая-то денежная помощь, здесь касается речь финансов, да, ожидайте, трудитесь, не беспокойтесь, вот такой совет, продолжайте трудиться, будьте стабильны, обратите внимание на свою семью, на благополучие вашей семьи, детей, родных, да, не надо больше переживать и страдать сейчас, по крайней мере, попробуйте обратить внимание, отвлечься, будут у вас изменения скоро очень большие. Будьте уверены в себе сегодня, у вас все будет получаться, будет много сил, энергии, вы совсем справитесь, да, не обращайте внимания на какие-то вещи, к чему-то, на что-то нужно просто не обратить внимания сегодня, либо что-то начать заново, да, будьте осторожны в тратах, не тратьте, поэкономьте сегодня, деньги пригодятся позже, то, что отжилось себя, не сохраняйте, да, не раздражайтесь, постарайтесь сегодня ни на кого, ни на что, не грустите, не вспоминайте былое, на самом деле все не так, как вам кажется, ну, будете думать о каком-то императоре, о мужчине старше, возможно, да, либо, может быть, он появится, объявится в вашей жизни, это может быть мужчина из прошлого, да, так должно быть. Так должно быть. Действуйте, говорят нам. Действуйте, не сомневайтесь. Верьте в свои силы сегодня. Вы можете больше, чем вам кажется. Вы можете совсем справиться, со всеми договориться. Вы очень сильная. У вас очень сильная энергетика сегодня. Да, не нужно поддаваться провокациям, не нужно реагировать на какие-то острые неправильные действия со стороны окружающих. Может быть, на какие-то негативные письма, высказывания, сообщения. Просто не обращайте на них внимания. Отвлекитесь. Вы — это не эти сообщения. Да, вы отдельно от них. Вы скучаете по кому-то, да, либо почему-то, но скоро ситуация начнет меняться. Вы сможете справиться со всем, и будет прекрасный праздник, прекрасные эмоции, прекрасная встреча. Думайте о себе и о своей семье. Ой, объявится какой-то король жезлов, огненной стихии, яркий, страстный, активный, властный мужчина. Да, это мужчина по судьбе, может быть,
да, либо отношения, встреча, они уже по судьбе, да, то есть это новый виток вашей жизни, уход от старого в новое. Нужно закрыть то, что было в прошлом, и двинуться вперед, да, вспоминать только хорошее, думать только о хорошем, и впереди вас ждет стабильность. Это все к стабильности, к стабильным отношениям, да. Здесь могут быть отношения на расстоянии по переписке, либо мужчина воздушной стихии, который может стать серьезным партнером, будущим мужем, да, помочь как-то в вашей жизни, в вашей судьбе. Обратите внимание. Ой, подумайте, возьмите паузу, не торопитесь сегодня. Да, вам, скорее всего, захочется, может быть, побыть какое-то время одной, наедине. Да, будете как-то, может быть, рассчитывать финансы, думать о чем-то. Да, может быть, кто-то планирует поход, поездку к доктору, да, чтобы проверить, сделать какие-то анализы. Не нужно думать о том, что было в прошлом, о расставаниях, о печалях. Сегодня нужно отвлечься, об этом говорят высшие силы. Подумайте о том, что стабильно, что хорошо в вашей жизни. Не думайте о неудачах и о потерях. Подумайте о том, что хорошего есть сейчас. Да, как вы смогли преодолеть трудности, потому что вы сможете их преодолеть. Высшие силы на вашей стороне, Бог вам поможет. Кипит страсть, очень хочется вас видеть, очень хочется встретиться. Да, почему-то не получалось, может быть, долго увидеться или что-то, ну, что-то препятствовало. Очень сильно страстно мечтает, очень много мечтаний, почему-то переживаний, может быть, отношения у кого-то здесь скрытые, да, тайные, либо что-то вы не, ну, да, утаиваете его чувства. Ну, хочется делать вам приятные сюрпризы, приятные подарки его чувства. Ревнует он, но считает, что с вами, возможно, да, развитие, новые отношения, как бы что-то новое, его чувства. Переживает, боится потерять, что вы уедете почему-то или что вы расстанетесь. Может быть, у кого-то здесь замешана третья сторона, да, его чувства. Но его чувства, он хочет развивать отношения, вот его чувства. Не ревнуйте, постарайтесь сегодня ревновать, не следить, осторожнее будьте в переписке, да, в общении в интернете, может быть, в каких-то поездках. Обратите внимание на своих близких, на тех, кто вас окружают, на вашу семью. Им нужно будет ваше внимание сегодня. При этом думайте о том, что комфортно для вас, как лучше вам. Думайте о своих чувствах. На себя не нужно, да, забывать про себя, не нужно не обращать внимания. Не переживайте насчет вашей работы, все уладится, если есть какие-то проблемы, но работу, кто ищет, должен найти. Стабильная работа, стабильный заработок должны прийти, потому что так идет вам по судьбе. Высшие силы вам помогут. Он думал о любви, он думал о своих чувствах к вам, о своих эмоциях к вам, как нравится ему думать о вас, быть с вами. Вы знаете, он любит вас, думал о том, что было между вами. Да, то есть ваши отношения – это не что-то только что началось. А может быть, сейчас вы на расстоянии, либо отношения у вас на переписке, по переписке, либо кто-то был вынужден уехать. Он скучает, переживает, вы оба скучаете, переживаете. Понимает, что тут думал, что нужно как-то взять ответственность, может быть, выйти на связь, если вы не общаетесь и поругались. Да, думал о финансах, о вас, что нужно в вас вкладывать, деньги на вас нужны. И то, что хочет быть с вами, вы солнце, освещающее все на его пути. Как о том, как хочет быть с вами. Посмотрите, какая карта, какой он вас видит. Счастливый, хочет счастья с вами. Мужчина сейчас. Мужчина на самом деле сильный, пытается справляться со всеми сложностями, да, пытается справиться с тем, что ему вот сейчас выпало в его жизни. Хочет быть победителем ваш мужчина, хочет преодолеть все препятствия, да, думает о какой-то женщине, с которой, может быть, отношения на расстоянии, да, либо, может быть, которая холодна сейчас с ним, может быть, с кем поругался.
вернется ваш мужчина. Думает о работе, но почему-то не те у него сейчас доходы, денег, думает о недостатке денег, ревнует очень, следит за кем-то в соцсетях, да, тут переписку ведет, следит. Ну и думает о чувствах, о былом, о том, что уже было с какой-то женщиной, да. И вы знаете, хочет как-то финансово поучаствовать. Говорит, что он вас ревнует за вашей спиной, да, что либо вы, женщина, что ревность в ваших отношениях, что, может быть, отношения на расстоянии, что вы очень, на самом деле, справедливая такая женщина, серьезная очень, да, все у вас правильно, вот что говорит. Говорит, что, ну, в вас нужно вкладываться, да, вы достаточно много достигли при этом, да, но что вы та женщина, в которой тоже, которой нужно помогать как-то, да, вкладываться. Что он говорит за вашей спиной? Что он любит вас и что вы любите его. Да, что чувства очень сильные, но почему-то кто-то отстранился. Вот что он говорит, что, может быть, вы сейчас не общаетесь, а он хочет быть императором с вами, серьезные отношения строить. Может быть, и мужем бы быть хотел, да, либо, может быть, это настоящий ваш муж. Ой, появится какая-то информация, получите какое-то известие, может быть, какой-то документ, кто-то напишет вам по интернету или позвонит. Может быть, это касается какого-то мужчины воздушной стихии по основному знаку, по асценденту. Вы знаете, будет признание того, что вы делали, да, появятся какие-то плоды, то есть будет какой-то успех у вас. Осторожнее с зависимостями здесь, да, будет зависимость от чего, может быть встреча, встреча с новой любовью, с новым мужчиной, либо просто любовное свидание, любовная встреча, которую вы так ждете, которая прояснит очень многое. Это будет новый шанс на новую жизнь, на новые впечатления, на новую любовь, на новые возможности, чтобы двигаться, развиваться вперед, движение, развитие жизни, любви. Можете быть разных религий, из ангел исцеления от пристрастий приходит в вашу жизнь. Пришло время для позитивных изменений и исцеления. Вы защищены и любимы Богом и ангелами, которые вокруг вас прямо сейчас. Помните, что Бог и ангелы находятся здесь. Они помогают, поддерживают и исцеляют. Это обязательно случится с вами. Они хотят, чтобы вы знали, что свет любви может исцелить все. Никогда не забывайте об этом.